Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а по версии путинского режима опасный преступник и враг государства. Как вы уже поняли из названия, сегодня речь пойдет о палочной системе МВД. Вы даже не представляете, какое разнообразие палок присутствует в этой продолжающей загнивать государственной структуре. И это не просто фигура речи. Палочная система пронизывает все, что касается работы правоохранительных органов, превращая их из структуры, призванной защищать людей, не только в репрессивный аппарат, но и в механизм самообслуживания. Так называемые палки всегда были и остаются одной из самых больших проблем для самой же системы, поскольку получается, что система работает на саму систему, где главные критерии оценки ее работы – это не уровень приносимого блага обществу, а количественные показатели, о которых каждый большой и малый начальник спешит доложить наверх. Страдают от этого, конечно же, простые люди, которые не получают должной защиты от органов, либо, что еще хуже, становятся жертвами фабрикации уголовных дел, превращаясь в очередные цифры в таблицах статистики. Умножьте это все еще на репрессивный уклон системы и получите опасного и непредсказуемого зверя на поводке у власти. В своих прошлых видео я уже частично затрагивал тему палочной системы МВД. Сегодня я хочу рассказать об этом немного подробнее. Как всегда, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и, разумеется, подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, погнали. Вы когда-нибудь задумывались, как оценивают эффективность работы полицейских в России? Если вы думаете, что их деятельность измеряется реальной безопасностью на улицах или доверием граждан, вы глубоко ошибаетесь. Оценка идет по количественным показателям. Сколько задержанных, сколько возбужденных и раскрытых уголовных дел, сколько составлено протоколов, сколько заведено дел оперучета и так далее и тому подобное. Именно эти палки становятся главными целями сотрудников полиции, а граждане иногда препятствием на пути к ним. И чем больше палок, тем лучше работает система. Только вот не для граждан, а для самой себя. Для большей ясности проблемы давайте рассмотрим, в чем отличие системы оценок работы западной полиции и российской. В США, например, система оценки работы полиции опирается на гораздо более комплексные и качественные показатели, чем в России. Ключевыми критериями являются защита гражданских прав, уровень доверия общества к полиции, эффективность расследований и профилактика преступлений. Одним из важнейших параметров считается снижение уровня преступности в целом, а не просто количество произведенных арестов. Что противоположно положению дел в России, где важнейший параметр – это не снижение преступности, а количество раскрытых преступлений или составленных протоколов. Например, в США полицейские отделы получают высокие оценки, если им удается предотвратить преступления или обеспечить безопасные районы, а не просто увеличить статистику задержаний. Кроме того, значительное внимание уделяется прозрачности и подотчетности действий полиции перед общественностью, регулярные отчеты, независимые расследования по случаям неправомерного поведения сотрудников и наличие жестких мер по противодействию коррупции. Важно и то, что общественное мнение играет ключевую роль. Опросы граждан часто используются для оценки качества работы правоохранительных органов. Таким образом, полицейские в США оцениваются по тому, насколько они действительно служат обществу, защищают права граждан и предотвращают угрозы, а не по количеству раскрытых дел или составленных протоколов. Этот подход создает атмосферу, где защита прав и безопасность граждан важнее, чем просто выполнение плана. В России планы – это часть системы МВД, проблема которой в том, что она не работает так, как она должна работать в идеале. Ну, даже не в идеале, а хотя бы так, как она должна работать по российскому закону. В итоге получается, что система работает сама на себя, гонясь каждый раз за все более высокими показателями и лучшей отчетностью. Это замкнутый круг, где руководители и, соответственно, подчиненные, которые выполняют приказы руководителей, действуют исключительно только на улучшение показателей. От этого страдает качество, то есть то, о чем я говорил ранее. Гражданам от такой системы никакой пользы нет, а скорее наоборот. Превращение же такой системы в репрессивный аппарат в разы усугубляет ее негативное влияние на общество в целом. Ведь планы теперь присутствуют и по политическим направлениям ее деятельности, когда каждый руководитель на местах теперь должен отчитываться о количестве составленных протоколов или возбужденных светлых дел по политическим статьям за так называемый экстремизм, например,
А в последнее время еще и за дискредитацию так называемой армии, и за так называемые фейки о ней. К этому бульону теперь добавились палки по статьям за так называемые диверсии и так называемые теракты, связанные с войной в Украине, что стимулирует силовиков устраивать большое количество провокаций для того, чтобы пополнять статистику этой категории раскрытых преступлений. Можно констатировать, что конструкция современного МВД буквально построена на фундаменте из палок, которые присутствуют в каждом направлении деятельности. Это административные протоколы, материалы проверки, разумеется, уголовные дела, дела оперучета и даже работа с агентурным аппаратом. В последнее время с изменением законодательства к этому добавилась еще и вербовка преступников на контракт с Министерством обороны. Палки, то есть показатели, бывают, как я уже сказал, разных видов. И общее во всех категориях палок – это показатели, используемые для сравнения текущих показателей с предыдущим периодом. Для примера, это так называемый АППГ. Расшифровывается как аналогичный период прошлого года. Каждый год показатели должны быть выше, чем за предыдущий год. И каждый какой-то определенный период времени в МВД подводится внутренняя статистика в закрытом режиме. Представьте себе осла, который едет за морковкой, подвешенной на находящейся в руках сидящего на этом осле наездника палки. Это примерно вид того, что делает палочная система с МВД. Чтобы лучше понять, как эта система работает, давайте разберем на примере нескольких категорий показателей. Одним из самых распространенных видов палок является административные правонарушения. Инспекторы ГИБДД, участковые и другие полицейские вынуждены составлять определенное количество таких протоколов вне зависимости от реальных правонарушений. Это приводит к тому, что даже мелкие или вовсе несуществующие правонарушения превращаются в реальные. Например, пешеход, который якобы перешел дорогу в неположенном месте, или водители, которые нарушили правила движения на пустом перекрестке. Так называемые наружные службы, то есть это те, что работают на улицах, ППС, ГИБДД, требуют от своих сотрудников определенное количество протоколов за смену. Это пьяные, мелкое хулиганство, распитие. Для гаишников различные виды нарушений ПДД. Здесь количество зависит от веса палок. Например, если гаишник за смену сделал протокол с пьяным водителем, то ему больше не требуется набирать остальные менее тяжкие административки. Этот протокол покроет весь план на смену. Ночь, сельская дорога, наряд областной ДПС останавливает очередную машину – Toyota Corolla. Водитель явно пьян. За рулем бывший сотрудник ГИБДД. Он не раз бывал в таких ситуациях. Гаишники в разных городах систематически устраивают самую настоящую санкционированную охоту на водителей, просто вставая в определенных местах и тормозя всех подряд в надежде выявить нарушения. Такие операции у них даже имеют название. Цель здесь, к сожалению, не повышение безопасности на дорогах, а тупое выполнение плана по протоколам. Теперь поговорим о материалах проверки. Материал проверки – это любое заявление или сообщение, которое зарегистрировано в КУСП и по которому окончательное решение еще не принято, то есть ведется проверка. Здесь основное внимание нужно уделить только материалам, которые имеют признаки преступлений. На чем тут можно срубить палку, спросите вы? Очень просто. Такие материалы проверки ждет 3 исхода. Это возбуждение темного уголовного дела, возбуждение светлого уголовного дела или отказной материал. Все это отражается на итоговой статистике по раскрываемости и влияет на удельный вес раскрытых преступлений. Если возбуждено светлое уголовное дело, отлично, палка срублена, вот тебе леденец. Если темное, получи пиздюлей. Если отказной, то тут 2 варианта. Если темнуха и при этом отказной железобетонный, можешь тоже взять леденец, но без палки. Если отказной промежуточный, то будешь дружить с ним веки вечные, пока не откажешь на глушняке или пока не направишь на возбуждение уголовного дела. И тут опять, если светлая, отличная палка, если темная, получи пиздюлей. Поэтому и пытаются полицейские отказать как можно больше темных материалов. А некоторые умудряются делать это даже при наличии признаков преступления, чтобы не портить будущую статистику по раскрываемости. Кто-то имеет смелость и волю, чтобы не заниматься такой херней, но немногие. Уголовные дела, как вы понимаете, имеют самый серьезный вес для статистики в палочной системе. На статистику по ним опираются в первую очередь при оценке деятельности МВД. Есть такое понятие, как светлые и темные уголовные дела. Светлые дела – это те, где преступление можно быстро доказать, например, на
основе очевидных улик, доказательств или признаний. А темные – это где доказать вину трудно или невозможно. Именно такие темные дела часто становятся головной болью для полиции, поскольку не приносят нужных палок, а вместо этого тянут всю статистику вниз. Задача не просто раскрыть преступление, задача раскрыть как можно больше преступлений. При этом никто не гарантирует, что все эти дела будут честно и объективно расследованы. Главное – статистика. Отсюда и многочисленные случаи, когда невиновные люди оказываются за решеткой. Подобные успехи в уголовных делах зачастую достигаются через фальсификацию доказательств, давление на подозреваемых и выбивание признательных показаний. Например, несколько лет назад в столичной полиции разгорелся служебный скандал, когда Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по фактам фальсификации следователями из ОВД Южная Медведково более десятка уголовных дел. Дело заключалось в том, что чтобы улучшить свои показатели, рабочие показатели, полицейские поднимали из архивов старые, застарелые и приостановленные уголовные дела, подделывали подписи прокуроров о том, что они их якобы утвердили, заносили недостоверную информацию о раскрытии этих уголовных дел в базу учета, после чего отчитывались перед начальством о завершении расследования и направлении дела в суд. А еще в 2011 году против бывшего воронежского участкового, который рассказал, как фабрикуют уголовные дела в полиции, завели уголовное дело. Тогда бывший участковый, прослуживший 18 лет в органах, сообщил прессе о том, что для повышения показателей в полиции фабрикуют уголовные дела. И еще немного о показателе ППГ, о котором я сказал чуть ранее. Так вот, количество раскрытых светлых преступлений должно быть всегда выше, чем ППГ. Если в этом году такое количество ниже, чем ППГ, то все просто. Руководство дает пиздюлей подчиненным. Прямо так, по вертикали власти, по вертикальным ступеням власти вниз. Начальник областного МВД, например, через своих замов или сам иногда дает взбучку руководителям городских и районных управлений или отделов. Те передают эстафету руководителям подразделений. Те расстреливают говняными пулями руководителей отделений и так далее, пока очередь не дойдет до исполнителей. В общем, хорошо налаженная палочная вертикаль власти. Именно на этой стадии дает о себе знать первичная работа с материалами проверки. То, о чем я сказал недавно. Чем меньше темнух из материалов возбуждали ранее, тем лучше. Руководству выгодно, когда потенциально темные и перспективные уголовные дела превращаются в отказные материалы и не доходят до стадии возбуждения уголовного дела. Для самой системы МВД выгодно, когда такие материалы превращаются в отказные. Все это, конечно же, против интересов граждан и общества в целом, как вы понимаете. Отдельная и особенно актуальная категория, которая расцвела в последнее время, это палки на политических уголовных делах. Эта зараза распространилась также и на данную категорию дел, где количество задержанных за экстремизм, дискредитацию армии или за фейки об армии стало не просто очередным статистическим показателем, оно стало показателем лояльности руководителей на местах к режиму. Самое ужасное, что одним из способов добыть такие палки – это устраивание провокаций со стороны силовиков. Именно особенности таких «преступлений» в кавычках, на мой взгляд, и упрощают возможность нарубить больше палок. Например, сфабрикованное на основе провокации силовиков дело за так называемую диверсию или терроризм легко попадет в статистику. И это будет более чем жирная палка. А чем выше цифры, тем лучше система выглядит в глазах Кремля. Это, как несложно понять, происходит в ущерб реальной борьбе с преступностью. Кстати, у меня на канале есть видеоролики о том, как силовики устраивают провокации. Можете посмотреть их по ссылкам в описании. Как и в любом другом виде деятельности МВД, оперативная работа также не лишена палочной составляющей. Касается это оперативных подразделений. Здесь статистику набивает как на делах оперучета, так и на агентурной работе. Кажется странным, зачем это надо, но это все показатели деятельности оперативных подразделений, по которым оценивают так называемое качество их работы. Дела оперучета – это дела, имеющие гриф «секретно», которые заводятся на лиц, в отношении которых имеется информация, что они занимаются преступной деятельностью. В такие дела подшиваются все материалы оперативной, как гласной, так и негласной работы. А в дальнейшем по материалам этих дел возбуждаются уголовные дела. Проблема в том, что оперативные дела обязательно должны быть реализованы. Что значит реализованы? Это значит, что
На основании проведенной по ним работы должно быть возбуждено уголовное дело, а фигуранты или фигуранты этих дел должны быть привлечены к уголовной ответственности. Ну или хотя бы им должно быть предъявлено обвинение, иначе будет считаться, что дело было заведено без оснований, в учет палок оно не пойдет, а инициатор получит взыскание и пиздюлей. Это создает два негативных момента. Во-первых, руководство начинает требовать определенное количество заведенных дел оперучета за определенный период времени, чтобы демонстрировать хорошие показатели подразделения перед верхушкой. Кто-то из сотрудников этому способен противостоять, а кто-то нет. Во-вторых, недобросовестный сотрудник может пойти на все, чтобы в итоге добиться реализации своего дела. Это все приводит к профессиональной деградации сотрудников полиции. В погоне за статистикой и выполнением плана они превращаются в опасных бумажных клерков. Качество работы по раскрытию настоящих тяжких и сложных преступлений падает. Одновременно с этим растет количество провокаций со стороны силовиков. Провокации силовиков в отношении противников войны против Украины и штамповка уголовных дел по экстремизму, диверсиям и так называемому терроризму тому хороший пример. Кстати, когда я еще находился в России, мне стало известно, что в отношении меня было заведено как минимум 2 дела оперучета. Одно было в местном ФСБ, второе в местном МВД. Возможно, были дела еще и в Москве. Но теперь можно констатировать, что те представители путинского гестапо, что вели их, успешно их реализовали. Палка, наверное, получилась жирная. Агентурная работа является важной составляющей частью оперативной работы. Палочная система здесь играет свою негативную роль. Агентурная работа – это направление деятельности оперативных сотрудников, связанное с агентами, резидентами, осведомителями и прочими стукачами. Каким образом сюда затесалась палочная система, спросите вы? Абсурд полнейший, но да, это происходит. Каждый опер должен иметь на связи несколько агентов, несколько осведомителей. Все зависит от должности, иначе какой он к черту опер. Во многих региональных подразделениях руководство пытается делать из сотрудников настоящих оперативников, придумывая так называемые планы по приобретению. Что такое план приобретения? Это план, согласно которому за определенный период времени каждый сотрудник должен приобрести себе спецаппарат, то есть агентурный аппарат, агента, осведомителя и так далее. Здесь так же, как и с делами оперучета. У кого-то из сотрудников хватает воли противостоять этому и забивать на план, у кого-то нет. В случае невыполнения плана общественное порицание и дисциплинарное взыскание на итоговом совещании. Но сборище просто баран. В итоге такие планы приобретения также негативно отражаются на качестве агентурной работы. Некоторым молодым сотрудникам приходится буквально бегать по земле, по районам в поисках подходящей кандидатуры. Кто-то находит, кто-то нет. Некоторые умудряются оформлять стукачи людей, которые об этом даже не догадываются. По документам ты стукач, но только ты еще об этом пока не знаешь. А некоторые, когда речь идет о более серьезных категориях, умудряются еще и подписи о сотрудничестве за них подделывать. Ну и это еще не все. Есть еще абсолютно безумные планы по количеству полученных от источника сообщений, например, за квартал. Это приводит к тому, что некоторые сотрудники пишут сообщения, беря вдохновение для этого, как говорится, с потолка. Все это приводит ко все той же профессиональной деградации сотрудников и атрофии у них способностей к агентурной работе. Качество агентуры снижается, огромная ее масса представляет из себя бесполезный балласт. Соответственно, снижается качество получаемой оперативной информации, что напрямую отражается на раскрытии реальных преступлений. Превращение МВД в репрессивный аппарат означает, что все больше и больше сил тратится на борьбу с инакомыслием и неугодными режиму гражданами, чем на реальную преступность, грабежи, изнасилования, убийства, теракты. Настоящие преступления остаются без должного внимания, в том числе и потому, что на них труднее срубить палку. Ведь для раскрытия, например, убийства нужно провести долгую и кропотливую работу, а вот составить протокол за дискредитацию армии, написать рапорт о том, что кто-то распространил фейк об армии, или задержать на митинге гораздо проще. Этот палочный фундамент подрывает доверие к правоохранительной системе в целом. Граждане перестают верить в справедливость и безопасность, когда видят, что полиция занимается тем, что штампует показатели вместо реальной работы, одновременно превращая в отказные материалы их сообщения и заявления по реальным
преступлениям. Младший кадровый состав полиции, который вынужден выполнять планы начальства, превращается в инструмент давления на общество. Ведь от выполненного плана зависит не только их премия, но и карьерные перспективы. Палачная система разрушает не только доверие граждан к полиции, но и саму структуру правоохранительных органов. Молодые сотрудники видят, что их работа сводится к показателям, а не к реальной работе, количеству ради количества, а не к качеству. Это приводит к демотивации, текучке кадров и деградации всей системы. Внутри самой полиции растет недовольство. Многие понимают, что система не работает, но изменить ее они не в силах. Тем, кто пытается действовать по закону, грозят репрессии внутри ведомства. Палачная система порождает круговую поруку, где ложь и обман становятся нормой. Происходит естественная отрицательная селекция. А теперь еще и преступная война против Украины, которая создала еще одну категорию учета в системе МВД. Это количество завербованных на фронт долбоебов. У меня на сегодня все. Если у вас есть примеры или вопросы по этой теме, оставляйте комментарии под видео. Будет интересно услышать ваше мнение, но не забывайте про анонимность. Становитесь спонсорами канала и жмите на кнопку «Спасибо» под моими видео. Ну а для получения оперативной информации также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании, информация там обновляется каждый день. Разумеется, ждите новых видео. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.